Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Заработай себе дома. И в сегодняшнем видеоролике я покажу, как можно бесплатно получить хороший виртуальный сервер на месяц. Итак, первое, что мы делаем, это пишем в поисковике Azure. Переходим на первый сайт и нажимаем «Начать бесплатно». Следующим шагом создаем новую почту. Нажимаем вот здесь «Создайте ее». Тут придумаем любую почту и нажимаем «Далее». Придумываем любой пароль. И после этого для большего доверия ставим вот тут галочку. Нажимаем «Далее». Дальше проходим капчу, что мы не робот. Так, выберите пчелу. Вот у нас пчела. И тут уже переходим непосредственно к регистрации самого аккаунта. Первый раз, когда вы будете делать свой первый дадик, вы можете вводить свои настоящие данные. Я уже делал их несколько штук, мне приходится делать фейки. То есть фейковые имена, фейковые фамилии и фейковые адреса проживания. Следующий шаг у нас идет номер телефона. Можете использовать свои номера, но если уже регистрировали много аккаунтов, тогда придется либо у кого-то попросить, либо брать виртуальный номер. Итак, после введения кода, который приходит на наш мобильный, переходим к адресу. Здесь, мне кажется, можно любой адрес вписать. После того, как ввели адресные данные, тут тоже совсем соглашаемся и нажимаем «Продолжить». Следующий шаг, это у нас идет верификация карты. Тут вводим свою реальную карту и желательно, чтобы на балансе был где-то $1, ну, либо $1,5. Потому что это снимется для верификации карты, но через пару минут 100% вернут обратно. Если вы уже не первый раз будете использовать этот сайт, то для получения также можно использовать виртуальные карты. Много сейчас банков принимает создание виртуальных карт. Просто создаете новую карту и используете ее для нового дадика. После того, как подтвердили свою карту, нажимаем Sign Up. После этого появляется вот такое вот окно, где проверяют ваш аккаунт. Часто бывают случаи, что аккаунт отклоняют, нужно просто пробовать заново. Пробовать другое имя и фамилию, пробовать другие адреса и так далее. Но насколько я понял, у меня все получилось. Нажимаем перейти к Azure порталу. Да, ребят, все супер, мне одобрили виртуальный сервер. И теперь переходим к пошаговому созданию самого виртуального сервера. Итак, переходим на развертывание виртуальной машины. Создание виртуальной машины Windows. Итак, вот здесь у нас все поставится автоматом. Группа ресурсов тут тоже, по идее, поставится автоматом. Если нет, то называем как хотим. Имя виртуальной машины тоже называем как хотим, но обязательно это все запоминаем. Дальше нам доступен выбор региона, где наша машина будет находиться. Вы можете экспериментировать, пробовать любой регион. Также на любом регионе будут доступны разные системы и разные размеры. Так, сейчас мы будем выбирать себе по характеристикам. Вот здесь выбираем, какой мы хотим Windows. Тут есть очень много их разновидностей. И дальше у нас идут уже сами характеристики. Нажимаем посмотреть все размеры. И вот тут, ребят, просто огромное количество всяких дадиков. Выбираем под себя, смотря что вы собираетесь сделать на этом удаленном сервере. Но вам дается всего $200 на один бесплатный аккаунт. То есть, если вы первый месяц создадите вот этот дадик, пройдет месяц, он уже закончится, и вы сможете еще раз взять вот этот дадик. Потому что у вас будет $200. Либо вы можете взять машину помощнее, но которой хватит только на один месяц. Как вот, например, за 183 бакса. Она нам не очень подходит, потому что тут характеристики, скажу так себе. Вот, например, за 132, насколько дешевле, но уже получше характеристики. Ну, в принципе, тут ищем под себя и по доступной нам цене. Если из того, что тут нет, вам ничего не подходит, то просто меняем регион, где будет находиться виртуальный сервер. После того, как выбрали себе нужную конфигурацию, заполняем вот эти данные, учетная запись администратора. С помощью вот этих данных мы будем входить на виртуальный сервер. Советую их где-то записать, чтобы не потерять эти данные. Следующее, что мы делаем, выбираем вот здесь «Разрешить выбранные порты» и на всех ставим галочки, это обязательно, ребят. И нажимаем «Далее». Тут ничего не нужно менять, тоже нажимаем «Далее». Здесь мы тоже просто нажимаем «Далее». И во вкладочке управления забираем вот здесь галочку «Диагностика загрузки». Нажимаем «Отключить». Нажимаем «Далее». Во вкладочке дополнительно ничего не нужно делать. Во вкладочке «Теги» также ничего не делаем. И переходим к просмотру и созданию. Показалось, что в первом окошке я сделал что-то неправильно, забыл поставить вот здесь галочку. Ставим галочку. После этого наша виртуальная машина начинает создаваться. Нажимаем «Создать». Вот тут нам напишет, что идет инициализация развертывания. И вот спустя пару минут нам пишет, что развертывание выполнено. Нажимаем «Перейти к ресурсу». Нажимаем «Подключиться». Выбираем RDP. И нажимаем «Скачать RDP файл». После этого просто нажимаем на скачанный файл. Тут можем нажать «Больше не выводить запросы подключения» и нажимаем «Подключить». И тут вводим те данные, которые я говорил, что нужно запомнить. И нажимаем «Ок». И вот мы попадаем на свой виртуальный сервер, на котором мы можем делать все, что захотим. Скачивать различные автоматизированные серфинги,
скачивать всякие ноды, которые можем найти там, либо запускать здесь скрипты. В общем, все мы здесь можем найти. Давайте посмотрим нашу мощность. Хороший процессор, подойдет даже для легкого майнинга. И также 32 гигабайта оперативной памяти. Если хотите ролик про то, как можно зарабатывать на виртуальных серверах, пишите об этом в комментарии. Ну а я надеюсь, способ вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.